корейский тофу, топпинг к рису. Но это может быть не только топпингом к рису, но и само по себе закуской, а также и заправкой для других блюд. Итак, тофу. Напоминаю, что храним мы его в холодильнике в стеклянном или пластиковом контейнере, и причем заполненном холодной водой. Тофу мы должны с вами положить на кухонное бумажное полотенце, и тем же самым кухонным бумажным полотенцем должны будем удалить с него имеющуюся влагу. После того, как мы подсушили тофу у нас в объеме 500 грамм. Я думаю, что вы знаете, что это соевый творог или по-другому сыр. Мы должны расплющить тофу, размять его вот таким вот образом ножом или другим удобным для вас способом. После подготовки тофу мы подготавливаем необходимый набор овощей, а именно 1 маленькая луковица или половина 1/3 большой луковицы, 4 зеленых перца чили, можете пропустить, если не можете есть сильно острые, и 5 перьев зеленого лука. Лук мы нарезаем кубиками и затем измельчаем. Можно все овощи, которые мы с вами сейчас нарезаем, сразу закладывать в сковороду, в которой мы будем это готовить. Зеленый лук мелко нарежьте. Перцы чили мы сначала разрезаем с вами вдоль напополам. Семена можно не извлекать. И затем мелко нарезаем и измельчаем. И также закладываем в сковороду, в которой собираемся далее готовить. Также нам потребуется чеснок в объеме 10 долек. Нужно будет перемолоть чеснок или можно измельчить его ножом. Вот все ингредиенты у нас с вами уже и подготовлены. Тофу и необходимый набор овощей. Можно приступать. Мы заливаем растительное масло. Я использую рапсовое масло 90 мл в сковороду в овощи и нагреваем на среднем огне. Делаем это все время помешивая до того, как появится явный запах чеснока. И тогда закладываем красный молотый перец чили в объеме 3 столовых ложек. Сильно острый не едите, уменьшите до 2 или 1 столовой ложки. Все это мы хорошо перемешиваем, чтобы перец равномерно красный распределился и масло им пропиталось. И тогда закладываем прежде размятый подготовленный тофу, весь объем. Все это мы хорошо перемешиваем. Тофу с маслом и затем готовим на среднем огне 2 минуты, все время помешивая. Через 2 минуты добавляем соевый соус в объеме 2 столовых ложек и все хорошо перемешиваем. Перемешав, добавляем рыбный соус в объеме 2 столовых ложек. И опять все хорошо перемешиваем. Перемешав, добавляем сахар 1,5 столовой ложки и опять все хорошо перемешиваем. Затем добавляем кунжутное масло 2 столовые ложки. Хорошо перемешиваем и готовим на среднем огне 2 минуты, все время помешивая. Затем добавляем обжаренные кунжутные семена 1 столовую ложку. Все хорошо перемешиваем и снимаем с огня. Наше блюдо готово. Приготовленный тофу нужно остудить, прежде чем закладывать в контейнер. Можно хранить в пластиковом или стеклянном контейнере в холодильнике.
Срок хранения данной закуски не более 3-4 дней. Есть можно как в теплом, так и в холодном виде. Вкуснее всего, конечно же, это с отварным рисом, так как это баланс острого и не острого. Но можно это есть и с макаронами, и с лапшой, и с мясом, и просто как само по себе закуску. В общем, очень универсальное такое блюдо, универсальный рецепт. И как раз поспели 2 дня назад приготовленные мной огурчики, а точнее белое кимчи корейское из огурцов, где едятся не только огурцы, но и пьется очень вкусная водичка. Вот вверху линк, как можно это приготовить. Отличное блюдо для лета и отличная комбинация этого острого тофу с рисом и этого такого прохладного, можно сказать, не салата, а закуски, поскольку оно водянистое, и можно есть огурчик и запивать таки это водой. Как мы едим? Все очень просто. Перемешиваем тофу с рисом и отправляем себе в рот. Заедаем это освежающим огурчиком, запиваем прохладной жидкостью, так как храним это в холодильнике, и подаем к столу холодным. Так что идеальная комбинация. Надеюсь, вам понравилось. Лайкайте, подписывайтесь, поделитесь этим видео с тем, кому это может быть интересно. И приятного вам аппетита!